Все началось с единственного поста в официальном аккаунте Hype и тизера. Никакой подготовки, никаких объяснений. Простое заявление. Вступает в силу немедленно. В артистическом отделе Hype произойдет крупная реструктуризация. Все сольные проекты и коллаборации находятся на внутреннем рассмотрении. Через считанные минуты интернет взорвался. Поклонники по всему миру были сбиты с толку. Означало ли это, что индивидуальная деятельность BTS будет приостановлена? Что будет с новой музыкой Тэхёна, коллаборациями Чонгука и всем, что они создали сами? Ленты армии наводнили паника, гнев и боль. Хэштеги, такие как «Защитите Тэхёна» и «Оставьте Чонгука в покоре», доминировали в мировых трендах уже через час. Внутри штаб-квартиры Hype в Сеуле воздух был густым от напряжения. Тэхён молча сидел в отдельной переговорной, его телефон безостановочно жужжал. Его обычно спокойное выражение лица сменилось смесью недоверия и тихого разочарования. Напротив него Чонгук хашал взад и вперед, проводя рукой по волосам. Его глаза были полны замешательства. «Этого не может быть», — пробормотал Чонгук. «Они даже не сообщили нам заранее». Тэхён поднял взгляд, голос его тихий, но ровный. «Они сказали нам на прошлой неделе, что будут корректировки, но я не думал, что это будет такое». Впервые за годы они оба почувствовали себя бессильными. Все, над чем они работали, каждое выступление, каждая песня, каждая поздняя ночь в студии, внезапно показалось отнятым. Позже тем вечером участники были вызваны на экстренное совещание с высшим руководством Hype. В конференц-зале стояла тишина, нарушаемая лишь мягким гулом проектора. На экране диаграммы, графики и слова вроде «стратегия ребрендинга», «творческое перераспределение» и «единое художественное видение». Но ничто из этого не имело смысла для Чонгука или Тэхёна. Когда заговорил генеральный директор, его тон был спокойным, но твердым. Это решение было принято ради будущего компании. Мы хотим вернуть BTS под один творческий зонтик, а не распылять их на сольные проекты. Челюсть Тэхёна сжалась, он слегка наклонился вперед. «При всем уважении, мы развивались индивидуально не просто так. Вы не можете просто это стереть». В комнате воцарилась тишина. Чонгук взглянул на Тэхёна, его сердце колотилось. Тэхён редко говорил так резко, но он был прав. Они больше не были детьми. У них были личности, истории и эмоции, которыми нельзя было управлять как данными на графике. Поклонники поддерживают нас, потому что они чувствуют нас, а не просто компанию. Если вы отнимете это, что останется? Генеральный директор вздохнул. Вы поймете со временем. Но они не поняли. Еще нет. Когда они покидали здание той ночью, улицы Сеула светились от дождя и городских огней. Долгое время никто из них не говорил. Тишина между ними не была холодной, она была тяжелой. Как будто оба пытались пережить одну и ту же сердечную боль, не сломавшись на глазах друг у друга. Наступлением рассвета мир уже знал все. В сети распространились утечки. Внутренние документы, скриншоты электронных писем и даже голосовые заметки якобы из внутри Hype. Поклонники были в ярости, создавались петиции с требованием ответов. Твиттер-ленты Армина превратились в шторм эмоциональных сообщений. Одни держали видение Hype, другие обвиняли их в предательстве. Вирусный пост гласил: «Hype только что разрушила то самое, что делала BTS людьми, их свободу». Новостные агентства немедленно подхватили это. Видео на YouTube под названием «Самая большая ошибка Hype» набрали миллионы просмотров за несколько часов. Но по-настоящему взорвало интернет не само объявление. Это была реакция Тэхёна и Чонгука. Той ночью они оба опубликовали посты на своих приватных фан-платформах. Не сообщения, а нечто гораздо более эмоциональное. Тэхён поделился черно-белой фотографией сценического микрофона под одним прожектором с подписью «Даже у тишины есть голос». Несколько минут спустя Чонгук опубликовал короткий отрывок из невыпущенной песни. Его голос, надломленный, дрожащий от эмоций, пел: «Вы сказали, что я могу летать, но вместо этого обрезали мне крылья». Поклонники потеряли контроль. Их посты были интерпретированы как молчаливые протесты, сердечную боль, положенную на мелодию. Интернет рухнул под тяжестью догадок, слез и поддержки. За кулисами ситуация накалялась. Руководители Hype давили на парней, требуя молчать, предупреждая, что любое дальнейшее недопонимание может повредить бренду. Но для Тэхёна и Чонгука молчание не было вариантом. Однажды ночью они встретились в студии Чонгука. Приглушенный свет, разбросанные инструменты, тихий гул незавершенной музыки, витавший в воздухе. «Я не могу этого делать»,
признался Чонгук, его голос слегка дрогнул. «Я пришел потому, что люблю музыку, а не потому, что хотел, чтобы мной владели». Тэхён медленно кивнул. «Они думают, что мы продукты. Но музыка не продукт, это все». Той ночью они записали песню, которую не собирались выпускать. Песню для себя. Она была наполнена болью, правдой и такой чистой эмоцией, которую могли понять только два человека, прошедшие один и тот же путь. Позже этот трек загадочным образом просочился в сеть, и когда это произошло, он побил все мыслимые рекорды. Через 3 дня мир проснулся от загадочной ссылки, распространяющейся в фан-сообществах. Сначала никто не знал, что это. Название было простым – Untitled Taehyun X Jungkook Studio Take. Но происхождение файла было неизвестно. Через несколько минут фанаты поняли, что слушают. Это была их песня. Та, которую Тэхён и Джангкук записали в тайне. Трек открывался мягким фортепиано. Затем голос Чонгкука. Нежный, но полный трещин, словно он боролся, чтобы остаться сильным. Он пел. Они сказали: «Мы свободны, но построили нам стены, которые мы не можем видеть». Последовал голос Тэхёна, низкий и ноющий. «Мы отдали им все, но забыли оставить кусочек себе». Песня была скорбью в чистейшей форме. Ни мелодия, никакого коммерческого лоска, только правда. К рассвету Untitled VJK стал самым популярным мировым хэштегом. Ютуберы и журналисты разбирали каждую строчку. Поклонники плакали. Критики назвали это самым честным криком артиста под давлением. HYB попыталась потушить пожар. Они опубликовали заявление, назвав утечку несанкционированной и предупредив о судебном иске. Но ущерб уже был нанесен. Вернее, правда уже освободила их. Тем утром менеджер Джангкука нашел его в студии за чтением тысяч сообщений от фанатов. Некоторые были гневными, другие глубоко эмоциональными. Одно из них особенно привлекло его внимание. «Ты должен нам несовершенство. Ты должен себе покой». Он уставился на экран, слезы затуманивали текст. Впервые он понял, что, возможно, это не конец. Может быть, это начало чего-то большего. Фандом всегда был силен, но на этот раз он был неудержим. Петиции затопили почтовый ящик HYB, поклонники организовали мирные протесты возле штаб-квартиры HYB, держа транспаранты «Позвольте им творить свободно». BTS — это не бренд, это артисты. Мировые СМИ освещали это безостановочно. BBC, Rolling Stone. Куда ни посмотри, заголовки гласили: HYB сталкивается с глобальной негативной реакцией из-за свободы артистов. Тэхён хранил молчание в социальных сетях, но его молчание говорило громче любого поста. Его видели входящим в студию звукозаписи в Каннаме в одиночестве, низко надвинув кепку на лицо. Джангкук последовал за ним несколько часов спустя. Внутри воздух был наэлектризован. Ни руководителей лейбла, ни маркетинговой команды. Только они. Их музыка и их правда. Тэхён поправил микрофон. Джангкук тихо сказал: «Ты знаешь, что это может положить всему конец?» Тэхён поднял глаз. «Или это может начать что-то настоящее». Они нажали запись и работали 12 часов подряд. Они вложили все, что у них было, в один новый трек. Песню под названием «Rebirth» — «Возрождение». Это была песня не о бунте, а об освобождении. Она рассказывала их историю. От скромных начал до того, как они встали против системы, которая пыталась их заставить молчать. Когда наступил припев, глубокий тон Тэхёна слился с парящим вокалом Джангкука. Идеальный шторм боли, надежды и неповиновения. Позже Джангкук назовет ту ночь самым человечным моментом в своей жизни. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Инвесторы паниковали, акции падали. Аналитики обвиняли HYB в ненадлежащем управлении крупнейшим музыкальным коллективом в мире. Закрытыми дверями руководители HYB бесконечно спорили. Некоторые хотели подать в суд, другие умоляли о примирении. Тем временем утекший трек «Rebirth» каким-то образом попал в сеть. В течение нескольких часов он занял первое место в iTunes более чем в 90 странах.
без какого-либо официального релиза. Ирония была болезненной. Песня, которую HYB не одобрила, стала самой большой их историей успеха за многие годы. Генеральный директор созвал экстренное совещание. Он говорил низким, напряженным голосом: «Мы теряем контроль над повествованием. Исправьте это, или мы потеряем все». Но глубоко внутри каждый в этой комнате знал, что уже слишком поздно. Мир выбрал свою сторону. Тэхён и Джангкук не выступали публично, но их молчание стало символом. Они больше не были просто айдолами. Они были голосами каждого артиста, которого когда-либо заставляли молчать. Затем последовал последний удар. Крупная корейская газета опубликовала эксклюзивное интервью с источником, близким к участникам, который утверждал, что Тэхён и Джангкук рассматривают возможность навсегда покинуть HYB. Фанаты впали в истерику. Форумы армий переполнились слезами, страхом и гордостью одновременно.